Всем привет! Сегодня ко мне на обзор попала вот такая вот китайская автомагнитола. Из основных плюсов, которые у нее имеются. Это, во-первых, цена. Купить ее можно за 13-15 баксов. При этом она обладает пультом, она обладает блютузом, может воспроизводить радио, USB-шки, у нее есть экран. Ну, я не знаю, что еще за такие деньги можно требовать от такой автомагнитолы. Их бывает большое количество, но начинка в них практически одинаковая. На них даже иногда пишут всякие лейбы, но это опять же честный вот такой вот китайский ноунейм. Послушаем, как он работает, и посмотрим, что вообще внутри в этой магнитоле находится. Антишок на магнитоле, у которой нету CD-дисков. Тут китайцы, конечно, изобрели велосипед. Модель, напомню, BT1013. Кому понравится данная магнитола и вдруг захочет он ее поставить себе в автомобиле. С обратной стороны все то же самое, поэтому давайте вскроем и посмотрим. Та-дам! Упаковано добротно. Во-первых, мануал. Во-вторых, есть пульт. В-третьих, есть подключение к системе питания от авто. Но мы подключимся, я думаю, от блока питания компьютерного. И все это дело проверим, как же оно работает. Вот такой вот пульт управления. На мой взгляд, конечно, лучше было бы, если был бы пульт с креплением на рулю. А так, ну вот, не знаю, для задних пассажиров, наверное. В принципе, нормальная панелька, содранная то ли с Pioneer, то ли с Sony, то ли еще с чего-то. Единственное, что-то внутри тарахтит. Ну, наверное, перед тем, как включать, все-таки мы ее разберем. Стремно включать, конечно, прибор, когда в нем что-то внутри шевелится. Панелька у нас идет несъемная, кстати. Вот видите, сверху вот такая вот выштамповочка. Это для логотипа. Зачастую сюда могут прилепить и Pioneer, и Sony, и Panasonic. Снимаем крепление. Элементов на нем много. Я думаю, без проблем на 1 дин она станет на любое авто. По замечаниям к данной магнитоле я начитался. Если у вас какие-то проблемы с питанием в авто, то есть нестабильное напряжение, перепады, бывает, не выдерживает. Выход на 4 динамика, выход на антенну, подобие радиатора, подключение к бортовой сети. Как вы думаете, сколько может весить автомагнитола? Ну, хотя бы полкилограмма. 340 грамм. На мой взгляд, это довольно маленький вес. Давайте попробуем разобрать. Все, я разобрал. Кроме пальцев, для того, чтобы разобрать данную магнитолу, вам ничего не понадобится. Та-дам! Вот этот элемент тарахтел внутри магнитолы. Как вы видите, он металлический. При переезде каких-нибудь кочек он мог бы попасть на плату, закоротить, магнитола могла загореться. Ну, сами понимаете, в лучшем случае у вас предохранитель бы выбил. По начинке мне это напоминает китайские колонки. То есть практически ничего внутри нету. Единственное, сюда бы аккумулятор и пару динамиков сверху поставить. И получилась бы интересная китайская колонка. Если это кому-то интересно, пишем вниз в комментарии. Возможно, я ее переделаю, добавлю сюда аккумуляторов и вставлю пару динамиков. Интересная особенность заключается в чем? Ну, например, если вы таксист, сюда можно складывать выручку. Ребят, никто не догадается, что вы в магнитоле прячете деньги. Размер четко сделан под купюры. Видите, без проблем вы сюда сможете положить порядка 100 купюр. Это без вариантов. Для тех, кому интересно, что же за плата стоит внутри, вот смотрим. Да, панель здесь несъемная. Давайте попробуем подключить, послушать, посмотреть, работает ли у нас экран, работает ли сама магнитола, работает ли в ней Bluetooth. Для тех, у кого есть вопросы по подключению данных магнитол, закорачиваем желтый и красный провода и подключаем их к плюсу. Черный провод подключаем к минусу. По колонкам плюс это белый провод, белый с черным это минус. Серый это плюс, серый с черным это минус. По крайней мере так нарисовано на схеме, которая указана на магнитоле.
Удобно это все дело тестировать, подключая к компьютерному блоку питания. Я его даже не вытаскивал из коробка. Единственное, поставил 12-вольтную лампу. Это для того, чтобы он мог включиться. Он должен отдавать какую-то мощность для того, чтобы включаться. В режиме ожидания у нас горят в данной магнитоле часы. Причем горят очень тускло. На мой взгляд, это правильно. Давайте проверим пульт. Вытаскиваем заглушку с батарейки. Пробуем включить. Магнитола включилась. 8 Ом, 15 Ватт. Этого с головой хватит для данной магнитолы. Обычно они рассчитаны на 4 Ома, когда пишут свою мощность. Поэтому 8 Ом. Делим это все дело на 2. И давайте сначала послушаем, а потом посмотрим, что, собственно, представляет экран данной магнитолы. При подключении отображается как CAR BT. Максимальная мощность отображается как 40. Давайте послушаем. Darf ich meine Träume leben? Nein, das darfst du nicht. Раскачивает данные 15-ваттные колонки на ура, то есть до 20 Вт. Смело можете подключать к ним акустику, то есть к данной автомагнитоле. Если у вас хорошая акустика, вполне себе неплохой за такие смешные деньги выдает данная магнитола звук. Бас есть, немножечко не хватает высоких, звук вполне себе нормальный. То есть особенно тот, который передается по Bluetooth, звучит вполне прилично. Даже, если честно, удивлен. И раскачивает очень так неплохо. Не хуже, чем центр, у которого заявлена мощность 20 Вт. Определенно 20 Вт на канал также есть. Не знаю, при подключении 4 колонок хватит ли мощи, но вот для 2 колонок качает хорошо. Проверим частотку, со скольки герц мы услышим, собственно, звук. Начнем с 25. Звук слышим, динамики двигаются, ветер через фазоинвертор гоняется. Давайте попробуем, чуть-чуть увеличим частоту. 50 Гц. С 50 Гц она уже выдает, даже с 25 Гц уже сигнал идет. За такую цену, на мой взгляд, это, в общем-то, неплохо. Давайте что-нибудь еще включим, послушаем. Да, немножко перехвалил. Если, скажем, подробнее слушать, немножечко все сбивается в кашу. Если идет электронная музыка, проблем никаких. Если какие-то идут инструменты, которые в достаточном количестве присутствуют в композиции, немножко все смешивается в кашу. Ну, в общем и целом, нормально. Давайте попробуем подключим приемник. Приемник работает, причем он работает даже без подключения провода. Я вот подключил короткий провод, буквально 20 сантиметров, и все станции отлично начали брать. То есть к приемнику здесь вопросов нет. Давайте рассмотрим переднюю панель. У нас здесь два входа для флешек. Зачем их два, не знаю, но они есть. Это интересно, конечно. Есть, кстати, вход для микрофона. Вернее, не для микрофона, а, скажем, встроен микрофон, и вы можете пользоваться громкой связью.
Есть вход для microSD карточки, включение-выключение, поднятие трубки, регулировка громкости, play, пауза, следующий трек и положить трубку. И сверху у нас идет предыдущий трек и поднять трубку. Клавиша mute, клавиша переключения пресетов, то есть переключаются папки, переключаются режимы работы FM-тюнера, банд 1, банд 2, банд 3, на каждом у нас идет по 6 станций, которые запоминает данная магнитола, и по очереди вы, в общем, их переключаете. Приемник инфракрасного сигнала сверху у нас идет. Стандартное управление. Пока все в данной магнитоле работает. Все переключения собраны на клавишу громкости. Это как усиление низких, усиление высоких, баланс, лево-право, зад-вперед, то есть управление динамиками. Load это усиление низких частот, когда у вас идет, скажем так, воспроизведение музыки на тихой громкости, то вот эту штучку нужно включать, будет звук намного качественнее. Эквалайзер можно включить, флэт, рок, поп, классика, джаз, моно, стереорежим и вот какой-то неизвестный мне режим DX, лог. Несмотря на предвзятое отношение изначально к данной магнитоле, вполне себе годная вещь получилась. Работает. Звук не идеальный, немного глуховатый, немножко в кашу идут инструменты, если какая-нибудь сложная композиция. Но я думаю, за данную ценовую категорию к ней вопросов в общем-то нет. Все работает, FM работает, Bluetooth работает, карточки данная магнитола читает. Ну тут как бы даже проверять особо не интересно. Полноценный пульт. Кстати, на пульте выведено все и довольно-таки удобно. Вот можно включить время. Как включить время с самой магнитолы, я, честно говоря, не знаю. А вот с пульта без проблем его включаю. Прямой доступ, например, включить тот же Load. Все настройки есть на пульте управления. Вывод. Если вам нужна недорогая магнитола, совсем недорогая магнитола, в какую-нибудь совсем недорогую машину, смело берите. Единственное, аккуратно с пультом, он падает. Единственное, чтобы у вас в машине было нормальное питание, смело можно брать. Либо же кто-то хочет поэкспериментировать, либо же у кого-то есть колонки и он их просто хочет вот так вот подключить. Получается довольно простой музыкальный центр с нормальным звуком по смешной стоимости. Единственное, нужен блок питания 12 вольт. Конечно, с оговоркой на его цену. То есть за данную цену претензий нету. Если бы его продавали дороже, тут уже, конечно, можно было придраться. А так все работает, играет. Единственное, я не нашел, как поменять цвет подсветки. Например, мне больше нравится зеленая, к примеру, а здесь вот красная. Как ее поменять, я не знаю. В остальном